бот Midjourney будет жить в нашем сервере. Там не будет никаких спамеров, нубов, которые что-то тестят, что-то там прогоняют. Midjourney сгенерила нам милых кошечек на нашем сервере. Ну, это получилось достойно. Я показываю вам возможности, а вы дальше уже в своей нише креативьте, что вы можете из этого собрать. Главное знать, что ей сказать, чтобы она сделала. Вот в стиле утиных историй очень угарная штука. Ну вот здесь, на самом деле, Джеки Чан больше стал похож на Азамата Мусагалиева в норковой шубе. Прикольно? Прикольно. Теперь вы сможете вернуться к своим старым любимым картинкам и дорабатывать их. Друзья, всем привет! Новый выпуск на канале, и сегодня мы поговорим про хайпящую сейчас нейросеть Midjourney. Мы разберемся, как она работает, как заставить ее рисовать именно то, что нам нужно, и разберем пару крутых лайфхаков. Погнали! Про что сегодня поговорим? Сегодня мы разберем, как работает нейросетка. Мы поговорим, как сделать работу с Midjourney в 10 раз удобнее и быстрее. Это прям сильно повлияет на вашу работу. Далее я покажу основы промпт-инжиниринга и расскажу, какие параметры промпта для Midjourney важны, чтобы получить нужные нам картинки. Далее я расскажу, где взять библиотеку всех стилей для ваших изображений и, конечно же, как использовать свои фотки для генерации. Давайте переходить к мясу. Вообще нейросеть бесплатная, и ты можешь начать пользоваться ей уже сейчас, но только 4-й версии. 5-я версия платная. Если у тебя нету зарубежной карты, чтобы оплатить Midjourney, сделай ее у наших партнеров Marbles, которые выпустят тебе карту Binance, которую ты сможешь пополнять криптой. С помощью карты Binance ты сможешь оплачивать GPT-чат, Midjourney, конечно же, квартиры на Airbnb, отели на Booking и любые другие ништяки, которые ты хочешь купить себе в англоязычном интернете. Кстати, ссылочка на рабочий VPN для Midjourney тоже будет в описании. Переходи, регайся и пользуйся нейросеткой. Погнали дальше. И первая важная вещь, с которой мы сегодня начнем. Многие делают ошибку, когда регистрируются в Midjourney, приходят в их Discord-сервер и начинают заходить вот в эти чаты типа Newbie. И тут летит куча всякого спама, вы не успеваете поймать свои картинки, и это, в общем, подбешивает. Ты запускаешь промпт, потом ищешь вот в этой мешанине, которая летит 50 сообщений в минуту, где же твоя картинка. А что для этого нужно сделать? Для этого нужно создать свой сервак. Скроллим вниз, у меня тут много разных тестовых серверов. Нажимаем «Добавить сервер», свой шаблон для меня и друзей. Напишем Midjourney видео, нажимаем «Создать». Приглашать друзей нам не надо. И теперь на свой сервер мы можем добавить бота Midjourney. То есть бот Midjourney будет жить в нашем сервере. Там не будет никаких спамеров, нубов, которые что-то тестят, что-то там прогоняют. Мы будем задавать промпты и четко получать ответ в одном канале. Сейчас покажу, как это сделать. Для того, чтобы добавить бота Midjourney на наш сервер, мы нажимаем «Добавить первое приложение», нажимаем «Попробовать» и пишем тут Midjourney. Вуаля, Midjourney бот. Нажимаем «Добавить на сервер». Говорим «Да», «Да», читать прочее, авторизовать, показываем, что мы не робот. Сейчас думал, будет капча, но ее нету. Замечательно. Заходим назад на канал, пишем слэш, и мы видим, что Midjourney работает в нашем канале. И давайте попробуем задать первый промпт. Cute cats on the street. Все, у нас есть свой сервер, на котором мы можем работать. На самом деле я перейду на тот тестовый сервер, на котором я уже подготовил вам всякие разные примеры, но сейчас мы посмотрим, как сгенерируется этот промпт. Итак, вот, пожалуйста, Midjourney сгенерила нам милых кошечек на нашем сервере. Можем двигаться дальше. Перейду опять на свой сервер, который у меня специально создан. И здесь я тоже могу пользоваться ботом Midjourney. Итак, давайте разбираться в нюансах. Для того, чтобы нейросеть нам что-то нарисовала, мы нажимаем слэш, нажимаем Imagine, и вот здесь пишем prompt. Нейросеть понимает натуральный язык, то есть у нее есть Natural Language Processing, то есть мы можем с ней общаться как, не знаю, с другом, с братом, с мамой. Единственное, что она понимает только английский язык, поэтому мы используем старый добрый нейросетевой переводчик DeepL, о котором я уже упоминал в своих прошлых видео. То есть писать надо на английском обязательно, иначе она ничего не поймет. Естественно, вы можете поиграться, пописать всякие смешные, прикольные штуки, сгенерируя динозавра с крокодилом, кошку с питоном, что угодно. Но так как мы с вами в основном будем использовать Midjourney для каких-то коммерческих проектов, это либо обложки постов для аффилиат-сайтов, это креативы для соцсетей, для рекламы, картинки для сайтов и многое-многое другое, давайте пройдемся по конкретным примерам. Давайте начнем с фоток для сайтов. Если вы пишете блог, какую-то SEO статью, вам нужны картинки. Например, вы пишете туристический блог, как я раньше разбирал кейс с туристическим гайдом по острову Самуи, нам нужны теперь картинки для этого замечательного гайда. Давайте попробуем их сгенерить. Пишем такой промпт. Фото of a couple on beach, suits enjoying vacation of the beach, бла-бла-бла.
Короче, парочка лежит на пляже Несмы. И я перейду на русский. Белый песок, коктейли на столике, возле шезлонгов, пальма, нависающая над водой. То есть мы все это разделяем запятыми. Важно, что Midjourney довольно умный, и он может генерить всякие футуристические картинки, а может генерить фотореалистичные изображения. Поэтому надо сразу писать фото парочки на пляже. И, естественно, он понимает много разных параметров. Я всегда даю ультра-реалистик, high-res, high-resolution, high-quality. И давайте посмотрим, что получится. Я сейчас еще накидаю другие промпты. Пока он генерит, давайте разберем следующий промпт. Я хочу сгенерить картинку, опять же, для этого гайда. И хочу сделать картинку такого тропического пляжного бара на Самуи на закате. Итак, тут промпт такой. Бар на пляжном острове Самуи на закате, соломенной крышей. Перед баром привлекательная азиатская женщина. Ультра-реалистичное фото, high-resolution, high-quality. Давайте попробуем этот промпт теперь задать. Для этого нам надо сделать опять Imagine, нажать Enter. Давайте посмотрим, что у нас получилось по предыдущему промпту. Итак, первый промпт у нас отработал. Мы получаем 4 вот такие замечательные картинки. И, в принципе, вот здесь есть багнутая, где зонтик не прорисовался. Но вот это довольно-таки неплохая. И вот это неплохая. Это похоже на свадебную. Вот. Что здесь можно сделать? Мы можем сгенерить варианты первой картинки, например, второй, либо третьей, либо четвертой, либо сделать upscale, то есть улучшить качество, чтобы могли ее сохранить. Но представим, что нам нравится вот эта картинка, третья. Как они читаются? 1, 2, 3, 4. И мы говорим, улучши нам третью картинку в лучшем качестве. И вы видите, что они получились квадратные, но это все можно регулировать, дальше я расскажу, в зависимости от того формата, который вам нужен. Например, если вам нужна картинка для stories, либо для какого-то вертикального видео обложка, это все тоже можно Midjourney задавать. Если вам нужна широкая обложка, cover для блога, то есть для блог-пост, вот этот hero блог, который первый крутой, то тоже можно сказать, сделай мне 16:9, пожалуйста, формат, и он все вам нарисует. Сейчас посмотрим, как он это апскейлит. Ну вот, смотрите, какая получилась картинка. В принципе, очень похоже на фотошопленное, обработанное фото, песочек есть, все есть, красиво. Мы с вами генерировали еще, и даже ее можно посмотреть в вебе, я думаю, что она даже будет в большем размере здесь. Да, ее можно приблизить, вот замечательно. Немножко они получились такие размытые, но мы дальше посмотрим, он генерирует фотореалистичные фотки, и тут можно даже задавать ISO, объективы и прочее. Идем дальше. У нас был промпт, где мы хотели видеть привлекательную азиатскую женщину около бара на закате. И мне кажется, что это очень прикольно получилось. Давайте апскейлим первую и апскейлим третью картинку. То есть посмотрим вблизи на детали. Мы нажимаем Upscale 1, и мы нажимаем Upscale 3. Вот эти фотки мы делаем для нашего гайда по острову Самуи. Потому что воровать у кого-то фотки это нехорошо, потому что они не уникальные. Вообще типа не очень хорошо воровать. И нам нужны крутые, уникальные, сочные фотки. Вы же не поедете на Самуи с профессиональным оператором делать эти фотки. Но вы можете обратиться к Midjourney в Дискорде, и она сделает вам такую красоту. Теперь давайте посмотрим, что он нам заапскейлил. Посмотрим сразу в вебе, потому что там намного ближе можно посмотреть. Мы видим, что действительно привлекательная азиатская девушка у нас есть. Она стоит около бара. Единственное, что здесь нет каких-то коктейлей, но мы это не заказывали. Если вы хотели бы, чтобы на баре обязательно были коктейли, либо бармен, можно указать. Там стоит бармен с бородой в белой рубашке, он бы тоже все нарисовал. Или она, нейросетка. Ну, то есть это выглядит прикольно. Там даже какой-то кораблик есть, горы, закат. Это прям классно выглядит, на мой вкус. И мы сделали апскейл, где девчонки сидят еще 2. А потом, кстати, я покажу, как дорисовать сюда бармена. Ну и действительно получился крутой атмосферный бар. Если кто был в Азии, то вы помните этот вайб, когда ты сидишь в этом пляжном баре, закат, попиваешь коктейльчик, и это очень похоже на реальность. Посмотрите, как прорисован песок. То есть вот такие штуки можно делать. Пойдемте дальше. У нас получились классные картинки для travel тематики с помощью довольно простых небольших промптов. Кстати, все промпты будут в описании. Либо текстом в описании видео, либо ссылкой на пост в моем телеграме. Поэтому переходите, копируйте, меняйте их и получайте крутые картинки в вашей тематике. А мы переходим к следующей тематике. Это, например, дизайн интерьеров. Хочу показать вам, как Midjourney работает совершенно в разных нишах. Для того, чтобы нарисовать какой-то классный дизайн интерьера, я задам такой промпт. Давайте я перейду на русский, чтобы быстрее его прочитать. Архитектурная фотография, современной гостиной в стиле хай-тек, профессиональная цветокоррекция, мягкие тени, отсутствие контраста, чистый резкий фокус. И здесь есть параметр AR 16:9. Это соотношение сторон. То есть 16:9 это вот такой прямоугольник горизонтальный, а 3:4 это, например, будет вот такая уже фотография. Вертикально. Давайте протестим, как он нам это сделает. И опять же пишем Imagine, вставляем этот промпт и нажимаем Enter. Ждем генерации.
Итак, Midjourney закончил нам генерить гостиную в стиле хай-тек. В целом получилось довольно неплохо. Мне вот это прям нравится, кайфовое. Я бы, наверное, хотел себе такую квартиру. Очень прикольно. Давайте ее апскейлим. Мы видим, что 4-я картинка, мы нажимаем Upscale. В 4-й картинке, кстати, еще, если вам не понравилось, что он сделал, вы можете нажать «Сгенерировать еще раз». Я сейчас нажму, на фоне пока сгенерирует, посмотрим, что получится, какие он еще варианты придумает. Он просто этот же промпт повторит, сгенерирует новые картинки. Давайте посмотрим, какая получилась картинка после апскейла в вебе уже. Ну, получилась крутая. Получилась крутая. Вот это можно прям поставить в заголовок для блогпоста «Дизайн гостиных в стиле хай-тек». Я думаю, что даже никто не поймет, что это рендер. То есть это даже не рендер, это отрисована нейросетка. Это очень круто выглядит. Да, там есть какие-то мелкие косячки, там бокал на бокал наехал, хотя непонятно. Ну, никто не будет к этому придираться, я думаю. А параллельно, пока мы смотрели, он сгенерил нам новый вариант новых гостиных. Вот такой вариант, вот такой, вот такой и вот такой. То есть вот так можно генерить интерьеры. Если вы хотите что-то конкретное в интерьере, вы можете сказать «карликовая пальма по центру комнаты». Давайте, кстати, попробуем это добавить. Карликовая пальма по центру комнаты. Мы возьмем вот этот же промпт, напишем Imagine, а мы даже просто соединим. Через запятую просто поставим вот эту добавку. Dwarf Palm, не пойму, напишем Small Palm. Все это берем, пишем /imagine и вставляем промпт. Посмотрим, что нам сгенерирует. Пока Midjourney генерирует нам карликовую пальму в центре комнаты, давайте представим, что вы продвигаете какой-то local бизнес, например, стрижку газонов в США, и вам надо сделать обложку для сайта, либо для поста, либо рекламный креатив для Фейсбука. И можно использовать вот такой вот промпт. Я тоже переведу на русский, чтобы всем было понятно. Фото мужчины, стригущего газон возле одноэтажного дома с газонокосилкой в рабочей одежде в солнечный день. По идее, для компании по стрижке газонов это должно быть прям норм. Давайте попробуем сделать. А пока будем смотреть на то, что нам сгенерировал Midjourney из карликовой пальмы, почти закончил. Ну, он на самом деле нам нагенерировал много пальм. Ну, и это получилось достойно. Да, хай-тек, да, ровные поверхности, большие телеки, камень, минимализм. Действительно, в одной из фоток пальма по центру комнаты. То есть вы можете добавлять любые штуки, которые вы хотите увидеть на картинке, в промпт, и он будет это дорисовывать. На самом деле сейчас Midjourney не умеет точно дорисовывать какие-то объекты по запросу на той же самой картинке, хотя его можно близко к этому заставить. Мы об этом поговорим дальше. Сейчас эта возможность есть в Bing AI, в их генераторе изображений. То есть там можно давать картинку и говорить: мне пальма это не нравится, сделай на 3 ветки больше. Он будет плюс-минус это делать. Но, конечно, он использует DALL-E, вот этот DALL-E, нейросеть генеративную, а не Midjourney. Она чуть хуже по качеству, как мне кажется, но тоже, в принципе, делает довольно удобоваримые фотки для коммерческого использования. Если вам интересно, как пользуется Bing AI, как использовать их генератор изображения, как менять мелкие детали на картинках с помощью Bing AI, напиши в комменты, что интересно, давай это разберем. Тогда я сниму отдельный видосик, у меня есть много наработок по этой теме. А пока вернемся к рабочему, которого нам сгенерировала нейросетка. Уже должна была. Да, у нас есть рабочий чувак, который стрижет газоны вполне себе. Правда, домики немножко не американские получились, а больше российские. Но можно сказать, что это американская провинция, либо штат Техас, либо штат Вайоминг. И там вот чувак с бородой стрижет газон в красной там рабочей одежде, либо в желтой. То есть ей можно уточнять. Я показываю вам возможности, а вы дальше уже в своей нише креативьте, что вы можете из этого собрать. Идем дальше и давайте сделаем так модные сейчас крутые портреты с помощью Midjourney. Сделаем крутого киберпанк бойца с розово-голубыми волосами. Я написал промпт, вы просто можете его скопировать тоже из описания, либо из поста в моей телеге. Вот, и вы здесь видите, что здесь появляется параметр seed, семя. Seed — один из самых важных параметров в Midjourney, потому что вы замечали такую штуку. Вы сделали промпт, вам сгенерило 4 неплохих изображения. Вот такие. Да, прикольно, но добавить бы вот эту деталь. И вы дописываете в следующий промпт какую-то деталь, и Midjourney генерит совершенно другое, то, что вам не нужно. Именно параметр seed помогает вам возвращать Midjourney к предыдущей сгенерированной картинке и работать именно с ней. Это очень крутая штука. Вы пишете seed и любые числовые значения. И тогда вы сможете говорить: вот добавь это, и подставлять seed предыдущего изображения. Дальше я покажу, как вытащить еще сиды из ваших предыдущих генераций. И давайте посмотрим, что получится с Киберпанк Warrior. Итак, нам сгенерила супер киберпанковского воина. Мне кажется, что вышло довольно круто. Вот тут чувак даже с мечом, крутые фото, крутые цвета, крутой свет, который падает на персонажа. И даже не похоже, что это нарисовано нейросетью, это похоже на фотографию. Кстати, я здесь указывал
commercial photography, но вот есть такой еще список, который я нашел, который можно указывать. В некоторых промптах он позволяет сильно изменить картинку, например, гламурная фотография, журнальная фотография, а в некоторых практически не влияет. Мы сейчас еще раз запустим тот же промпт, но сделаем гламурную фотографию. И я поставлю на паузу и вернемся, когда будет результат. Итак, Midjourney нам сделал того же Киберпанк воина, но в гламурном стиле. Притом я указал Seed 333, который был у предыдущей генерации, когда мы commercial фото брали, чтобы он сделал примерно таких же персонажей. Вот есть вот этот чувак, и на прошлой фотографии был тот же самый чувак. Я уже в вебе открыл их, чтобы посмотреть, чем они отличаются. Видите, вот так можно ставить Midjourney, генерить одну и ту же картинку, но немножко ее изменять, а не перегенерять. И в итоге мы получаем примерно одинакового чувака. Вот это commercial, вот это гламур. И в целом можно играться с стилями фотографий. Так как я особо портретами не увлекаюсь, мне особо некуда их применять, я не сильно разбираюсь там в фотографии журнальные, коммершал, гламур и прочее. Но теперь вы знаете, как разный стиль фотографии применять к портретам. Ну, наверное, это пригодится профессиональным дизайнерам, если такие меня смотрят. Следующее, что можно генерить с помощью Midjourney, это животные. Опять же, промпты все будут в описании, вы сможете их поюзать. Здесь, видите, я опять же задал Seed 4446, чтобы потом эту же пандочку сгенерить в разных, скажем так, погодных условиях. Портрет панды, стоящий под дождем, очень реалистичный рендер, октан рендер и там различные другие параметры, которые я нашел на просторах YouTube зарубежного и вообще загуглил, как делать рендеры животных. Выглядит прикольно, вроде уши есть, мордочка красивая, вообще-то это милашка получилась, это тоже классный. Они под дождем. Следующее, что я попросил сделать, это те же панды, но только в снегопаде. Мы видим, что сзади заснеженный лес, красивый рендер. Давайте какую-нибудь апскейлим панду прикольную. Не знаю, ну какую. Вот эту апскейл 3, да, сделаем. И вот тут тоже классная панда есть. Вот апскейл 3. Посмотрим на них. А дальше я сделал портрет панды в бамбуковом лесу. Тоже получилось прикольно, красиво. Это можно использовать для любых изображений, сайтов, чего угодно. Посмотрим, что нам на апскейлил. Качество очень крутое. Каждая волосинка видна у этого панды. Это очень прикольно выглядит. Посмотрим на другого, которого мы сгенерили под дождем. Откроем в браузере. Тоже видим качество детализации, капельки воды на ушах, что по шерсти стекает вода. Я не знаю, сколько времени это вручную рисовать, и какой художник вообще на это способен. То есть Midjourney может делать очень крутые, четкие, детализированные картинки. Главное знать, что ей сказать, чтобы она сделала. И пойдемте дальше. Ну и давайте, как сейчас модно, сгенерим какое-нибудь мифическое существо. Ну, например, красивую русалку. Опять пишем Imagine, вбиваем промпт. Портрет прекрасной русалки, профессиональные цвета, мягкие тени, без контраста, четкий фокус на фотоаппарате, фотография. И Seed я сделаю какой-нибудь, чтобы я мог что-нибудь дописать, например, что-нибудь поправить. Например, сгенерит там ее с морскими коньками, либо без, а я захочу добавить их. Итак, вот такая русалка у нас получилась. 4 варианта. Русалка, чешуя у нее есть какая-то, очень четкий портрет, хороший. И давайте попробуем сгенерить другую, где морские коньки проплывают мимо. Берем тот же промпт, и мы даже можем взять тот же Seed, чтобы именно к этим картинкам добавить морских коньков. Я уже перевел это на самом деле. Seahorses sail by. Ставим запятую. Пробел. Seahorses sail by. И нажимаем генерировать. Итак, нейросетка закончила. Получилось на самом деле странно. Какие-то коньки-мутанты. В общем, не получилось. В данном случае надо как-то, наверное, это по-другому будет описать, что маленькие морские коньки проплывают недалеко от ее лица, что-нибудь такое. Но что интересно, видите эту девушку, да? И видите вот эту девушку, они очень похожи. То есть команда Seed работает, очень важная команда. Давайте теперь перейдем к следующей фишке Midjourney. Теперь расскажу, как использовать свои изображения для генерации новых финальных изображений. Сразу скажу, что портреты из ваших фотографий Midjourney умеет генерить, но крайне часто вы получаетесь совсем не похожими на себя. Сейчас мы возьмем мою фотку и посмотрим, что из этого получится, и можно будет немножко поржать. Вряд ли она сделает супер реалистичного меня, но 1 из 10 кадров генерации получается прикольно. Что нам для этого нужно сделать? Нам надо взять, загрузить изображение. Итак, я выбрал изображение на компьютере и загрузил его сюда. Это мой аватар в Фейсбуке. Теперь я нажимаю Imagine. И очень просто, можно просто взять и перетащить вот сюда. Просто перетащить сверху, чтобы не писать, ничего не копировать. И дальше мы можем дописать, что, собственно, с этой фотографией сделать. Если вы не напишете ничего, то не будет ничего. Я придам
определенных стилей. Сейчас посмотрим. Напишу Neil Adams Style. И какой-нибудь сид зададим на всякий случай, чтобы можно было потом к этой фотке возвращаться. Что такое Neil Adams Style? Во-первых, сейчас мы увидим, что нам сгенерит. Во-вторых, у Midjourney есть знания о каком-то ряде художников и артистов графических, которые рисуют в своем неповторимом стиле. И вы можете сказать, в стиле такого-то фотографа, художника, иллюстратора, и Midjourney будет стилизовать фотку в этом стиле. Например, в стиле там утиных историй. Вот автор утиных историй, там Скрудж Макдак, вот эти племянники утки, это тоже делал какой-то автор. И Midjourney, например, знает этого автора. И можно, например, сделать сцену в стиле утиных историй. Это очень прикольно. Посмотрим, что он сейчас сгенерит. Итак, он закончил генерить. Вот этот вот стиль Neil Adams. Я просто не сильно разбираюсь в художниках, иллюстраторах и прочих. Это стиль комиксов о супергероях. Вот он как-то так меня изобразил. То есть, если посмотрите сейчас на меня в камеру, да, и посмотрите на картинку, которая получилась, какое-то отдаленное сходство есть, но прям совсем небольшое. То есть не всегда вы будете похожи на то, что сгенерится, как я говорил. Я запустил генерацию еще в двух стилях, сейчас мы посмотрим, что получится. Где, собственно, брать идеи стилей и вдохновение? Есть замечательный сайт midlibrary.io/styles, и здесь мы можем посмотреть любые стили. Например, вот я выбрал Fashion Designers. Giorgio Armani, Кристобаль Баленсиага. Вот Баленсиага такой вычурный весь чувак, супер такие драматичные наряды у него. Вот можно в его стиле перерисовать кого-нибудь. Не знаю, взять Билла Гейтса, либо Дональда Трампа и в стиле Баленсиага его нарисовать. Кстати, можем попробовать. Идем Дональд Трамп, берем картинку, какую-нибудь его улыбающуюся, такую прикольную, либо лучше во весь рост. Вот тут Дональд Трамп красавчик просто. Сохранить картинку как, потом мы пойдем в Midjourney. О, ля там какой я получился. Сейчас мы Трампа заделаем. Грузим Трампа. И стиль у нас называется Кристобаль Баленсиага. И он сразу копирует в буфер обмена. Очень удобно. Мы пишем Imagine. Дональда переносим сюда. In Style. Кристобаль Баленсиага Style. Интересно, что у нас получится. В это время как раз догенерились картинки со мной. Вот в стиле утиных историй. Очень угарная штука. Я получился каким-то таким толстым чуваком. Здесь вообще с утиным клювом. А здесь я как раз с братьями-утками сижу, читаю книжку. Но это просто угарная штука. Я даже сделаю апскейл этой штуки. Это очень прикольно. Третье — это апскейл точно. Апскейл вот 3, да. Дальше получился я в стиле Ван Гога. Ну, на самом деле, очень прикольно нарисовано. Вот было бы я похож еще на себя, это было бы очень прикольно. Тут кипарик такой, вот эти подсолнухи или это артишоки. Очень прикольно. И вы, наверное, заметили, что у меня на моей аватарке в Фейсбуке за моей спиной написано название моей компании Rush Agency. И вы видите, как Midjourney коверкает слова. То есть Midjourney имеет проблемы в основном с 3 объектами. Это тексты. Второе — это пальцы рук и ног. И третье — это различное оружие в руках у людей. То есть это он делает отвратительно часто. 6 пальцев, либо автомат из какой-нибудь тыквы, что-нибудь такое. Я потом покажу. Я пробовал сгенерить разных там диких клоунов с автоматами, но получалось с 5-6 раза. То есть обратите внимание, что тексты пока он не умеет генерить нормально. Но говорят, что, может быть, в мае, в июне выйдет аж Midjourney 6, и там все это будет четко. В общем, получился апскейл с этими утятами. Я здесь похож на усатого японца. Не совсем на себя, но вот такие прикольные утки. Я им, походу, сказки читаю. Очень прикольно. Иногда можно просто поржать с Midjourney и поднять себе настроение. Получился у нас Дональд Трамп в стиле, не знаю, как это, Одри Хепберн. Но это просто очень угарно. Но тут он, походу, глюканул и сделал вот такие вот штуки для Дональда Трампа. В общем, надо миксовать, чтобы получалось больше угара. Пробуйте, тестируйте. Разбирайтесь в различных стилях Midjourney. Что там еще есть? Мне нравится, что у них еще есть Benchmarks. Это различные стили очень таких интересных картинок в различном стиле. Барбара Такинада. Вот, например, это киберпанк, но и не киберпанк одновременно. То есть я даже не могу назвать, в каком стиле это сделано. Это уникальный, самобытный стиль и картинки. Ну, вот мне нравится такой стиль. Вот тут какой-то с дьяволами, но мне это не очень нравится. Вот Карл Холси, я не знаю. К сожалению, не знаю я таких художников современных. Кто такие показывают, какие-то города туманные. Ну, тоже очень интересный, приятный стиль лично мне туманным. Это чем-то на Моровин смахивает. В общем, здесь вот в бенчмарках можно посмотреть эти стили. У нас Ghoul Over Sleeping Town by Карл Хорса.
А мы давайте попробуем сгенерить Трампа. Блин, они, наверное, зарезали политиков после скандала, когда нарисовали, что президента бывшего США арестовали, который сгенерил Midjourney. И, скорее всего, он сейчас не даст это сделать. Поэтому нам надо выбрать нового какого-нибудь персонажа, не знаю, какого-нибудь серьезного, большого, богатого мужика. Может, ты подскажешь, какой мужик? Кого выбрать? Нам сейчас замечательный наш оператор подскажет. Так. Какого-нибудь серьезного мужика, которого мы сделаем такого хайпового. Ну, папу Франциско уже рисовали, теперь... Доброго или злодея какого-нибудь? Да доброго, лучше угарного, какого-нибудь серьезного. Только не политика, какого-нибудь актера, может, который не носит Balenciaga. Джеки Чана, может? Во, кайф. Джеки Чан. Все, мне подсказал наш замечательный оператор, что может сделать Джеки Чана. Full, опять же, мы напишем full. Он покажет, наверное, его. Вот здесь он крутой. Вот здесь он крутой. Если качество нормальное будет, мы его сейчас перерисуем. Четко вообще. Итак, мы загрузили Джеки, теперь ставим By Cristóbal Balenciaga. Окей, погнали. И еще раз ставим Джеки. Только не By Cristóbal, а In Style. Посмотрим, что будет. То есть вот в этом разделе можно вдохновляться там различными бенчмарками. Ну, в основном не портретные, конечно, в основном. Но это очень прикольно выглядит. И можно нажать все стили. Есть фэшн-дизайнеры, фильммейкеры. Например, фильммейкер, если вам, например, нравится Скорсезе, как он снимает, как у него картинка, вы можете указать in Скорсезе стайл, и она будет подтюнена под его картинку. Здесь много всего. Геометричные узоры, реалистик. Вот есть различные реалистик истории. Сейчас посмотрим, что он нам даст. Вот реалистик, да. Вот. Опять же, это, например, стили фотографий какие-то. Бруно Каталана, как будто бронзовые люди. Это какого-то 18 века. Дальше здесь есть какие-то... Вот. Иван Шишкин. Прикиньте, можно сделать картинку в стиле Ивана Шишкина. Очень прикольно. Поэтому заходите на сайт midlibrary.io, ссылочка будет в описании, и вдохновляйтесь для своих изображений и творчества. А мы посмотрим, что нам сгенерила нейросетка. Походу, это угар. Да. Джеки Чан в стиле Balenciaga. Вот этот нормальный. Вот этот вообще в каком-то пальто. Это в тюрбане каком-то, и он стал почти женщиной. Ну вот здесь, да, похож на нашего одного из комиков. Давайте апскейлим вот это вот, первое. Ну, получилось угарно. Короче, теперь вы знаете, как миксовать стили. Ну вот здесь, на самом деле, Джеки Чан больше стал похож на Азамата Мусагалиева в норковой шубе. Для подкрадули бархатной, конечно, он ему нарисовал. Ну, в общем, вот такой вот Midjourney угарный. Давайте теперь поговорим про параметры в Midjourney, которые можно использовать. Просто ставятся два тире, как мы писали seed, и можно прописывать параметры, какие самые важные. Я сейчас сделаю промпт, и на нем мы потренируемся. Итак, вот я хочу нарисовать картинку, где лодка плывет в шторме, sailboat sails on the waves in a storm, lightning flashes, и молнии бьют. Мы указываем seed, чтобы он запомнил, что за картинку мы делали, да. Дальше есть параметр house. Он регулируется от 0 до 100. Это насколько будет креативная рандомная картинка. И дальше важный параметр это AR, это соотношение сторон. Сейчас я сделаю 4:3 такую картинку и посмотрим, что из этого получится. То есть она будет вертикалка, насколько я помню. Что еще важно знать про параметр seed? Когда вы генерировали какие-то изображения, они вам понравились, но вы начали их изменять, и Midjourney начал генерить совершенно другое, вы их потеряли и не можете к ним вернуться. На самом деле Midjourney каждой картинке дает параметр seed, и к нему можно вернуться. Давайте я покажу как. Найдем картинку, у которой мы не указывали seed. Вот, например, наш Джеки Чан Balenciaga, да? Seed мы здесь не указывали. Но что можно сделать? Это работает довольно странно. Здесь можно добавить реакцию и вот здесь написать envelope, конвертик. И вот выбрать вот такой конверт. И вы увидите, что Midjourney прислал вам сообщение. И он говорит, seed у этой картинки был такой. Прикольно? Прикольно. Теперь вы сможете вернуться к своим старым любимым картинкам и дорабатывать их. Просто пишите _seed, пробел и вот этот seed, и вы сможете заново работать с этой картинкой. Иногда это сообщение не приходит. Почему? Потому что у вас стоят настройки приватности. Их надо поменять. Для того, чтобы Midjourney мог прислать вам личные сообщения с номером сида, нужно нажать правой кнопкой на канал, в котором у вас живет бот, выбрать настройки конфиденциальности и вот здесь включить личные сообщения. По дефолту оно выключено обычно, поэтому вам бот не может прислать сид.
висит, вы просто не получаете сообщения. Вот такая вот крутая фишка, поэтому пользуйтесь и никогда не теряйте свои картинки, которые вам очень понравились. А мы вернемся к тому, что мы сгенерили кораблик, который плывет по шторму. У нас получилась картинка 4:3. Теперь мы можем сделать такую же картинку, только 16:9, и посмотреть, как наши эти параметры работают. Вообще параметр Chaos я не очень люблю настраивать в своей работе, потому что я обычно генерирую какие-то креативы, обложки для блогпостов, какие-то еще штуки. Вот. Я обычно не генерирую портреты каких-то футуристичных персонажей, где важен креатив нейросети, поэтому я его не настраиваю. Мы теперь сделаем картинку 16:9, чтобы вы понимали, как работает этот параметр. И тот же сит укажем. Какие еще есть параметры у Midjourney? Quality, качество. Он может быть 3 видов, 0.25, 0.5 единиц. Соответственно, чем больше, тем лучше. На самом деле мы можем просто открыть настройки с помощью команды /settings. Вот такая команда. Вот. Она открывает настройки. Вот. И вы можете здесь как раз вот этот вот Chaos управлять. Стилизация слабая, medium, средняя, высокая и very high. Public мод, Stealth мод, это я обычно не использую. Вот у меня стоит Fast мод. Здесь же вы можете управлять качеством, половина качества, базовое качество, высокое качество. Кстати, вот он сгенерил с параметром Chaos совершенно вот такую вот безумную штуку. То есть вот Chaos влияет вот так. Вот, например, вот здесь он сделал вот такую фотку, фотореалистичную, а вот здесь он сделал вот такую вот коллажную, трэшовую, там какая-то планета на фоне корабля. Здесь молнии какую-то шлюпку бьют. Поэтому с параметром Chaos можете поиграться, посмотреть, что получается. Я обычно его не использую, оставляю дефолтно. То есть, еще раз, какие у нас есть параметры? Важный параметр seed, чтобы возвращаться к предыдущей картинке. Параметр AR, соотношение сторон. Параметр quality, но я бы визуально просто его выставлял раз и навсегда и не парился. Еще есть различные параметры, которые мы можем задавать в теле промпта. То есть они не зашиты в служебные параметры, тире-тире, там параметр. Например, мы можем задавать, какой объектив у фотоаппарата, на который это сфоткано. Вот сейчас мы на какой-то объектив снимаем, я в них не сильно шарю, вот, но на какой-то мы снимаем. Он, наверное, какой-то крутой и дорогой. А еще оператор выставил какое-то качество ISO, там, баланс белого, экспозицию, фокусное расстояние. И если вы в этом шарите, вы профессиональный фотограф, вы можете дописывать к промпту прям какая линза, какой объектив, какой фотоаппарат, какая пропускная светоспособность матрицы. И Midjourney это понимает и сможет вам делать прямо точно фотографии, считайте на тот фотик, который вы хотите. Ну, плюс-минус с погрешностью, но это сильно влияет. В следующем видео мы будем разбирать, как научить GPT-чат, 4-ю версию, писать промпты для Midjourney, чтобы вам не приходилось самим выдумывать кучу эпитетов, подбирать параметры фототехники, но получать крутые фотореалистичные изображения. Вот там как раз GPT-чат уже, если его правильно обучить, он начинает говорить Midjourney, вот такое фокусное расстояние, выстави вот такое ISO и другие параметры фототехники. То есть это неочевидные фильтры, которые не зашиты в служебные фильтры, но их тоже можно использовать. В целом для получения нужного результата надо написать максимально подробный промпт с максимальным количеством эпитетов, описаний, уточнений, какой свет, какая резкость, какие тени, какие предметы есть в кадре и прочее. Думаю, у многих из вас есть проблемы с составлением мегаточных эпитетов, особенно на английском. Поэтому в следующем видео мы научим GPT-чат генерировать просто имбо-промпты для Midjourney. А чтобы не пропустить это, подписывайся на канал, прожми лайкосик и посмотри, чтобы колокольчик был включен, чтобы тебе прилетело новое видео про нейросетки, а именно про Midjourney и GPT-чат. Спасибо, что посмотрел ролик. Пиши в комменты, как ты используешь Midjourney, какие крутые промпты ты юзаешь, и давай обмениваться опытом. Всем пока!